Японская пословица гласит: лягушка в колодце не видела целого мира, но зато она видела небо. В какой бы глубокой дыре ты ни находился, ты всегда можешь поднять свой взгляд к небесам. Витаю! Сейчас я покажу тебе, что небо на самом деле не голубое и даже не синее. А самое главное, как это может быть тебе полезно? И если мне удастся достучаться хоть до одного сердечка и показать, насколько прекрасен мир, который нас с тобой окружает, то для меня это будет лучшей наградой. Для начала скажу, чтобы ты не думал, что я сбежал из дурки. Не, я, конечно, сбежал, но это сейчас не имеет никакого значения. Что я прекрасно понимаю, что небо принято считать голубым для простоты понимания всеми вокруг. Потому что чаще всего мы видим небо именно голубым. Или мы привыкли считать, что видим небо голубым. Мы привыкли думать, что все пики черные, а червы красные. Но так ли это на самом деле? И таких упрощений в нашей жизни, да их сотни. Например, люди часто говорят, что Земля круглая. Но ведь она шарообразная. А круг это просто плоскость. Но это в общем-то не важно. Но с небом совершенно другая ситуация. Ведь понимание того, что небо на самом деле не голубое, кардинально изменило мою жизнь в лучшую сторону. Но на то, чтобы это принять, у меня ушло аж целых 10 лет. 10 лет я упорно сопротивлялся против реальности. Итак, начну сначала. Начну прям так с самого начала. В детстве я как-то обклеил свою комнату своими рисунками. И мои родители не очень оценили такое дизайнерское решение, но подумали: талант! И жестко так отдали в художку. Рисовать я там, конечно, так и не научился, но многому художка меня научила. И в первую очередь это смотреть, видеть и замечать. И этим бы я и хотел с вами сейчас поделиться. Итак, первый урок. Учитель спрашивает: дети, а какого цвета трава? Зеленая, отвечаем мы. Дети, а какого цвета стволы деревьев? Коричневые, отвечаем мы. Но это, конечно, отдельная большая тема про стволы деревьев и очень интересная. Ну и добивающий вопрос. Дети, а какого цвета небо? И я такой сижу, нога за ногу, и с таким видом, что как и вы, взрослый человек, а задаете такие глупые вопросы. Ну, конечно же, небо голубое. И все. И все, ответил я, и с таким надменным видом. Тогда учитель берет и отодвигает жалюзи, а там за окном пасмурное небо, и оно вообще ни разу не голубое. На что я так с умным видом замечаю, что это же всего лишь облака. Небо-то оно сверху, и оно голубое. А что такое небо? Небо — это все видимое над землей пространство. Происходит от греческого неба с облака и латинского небула. Пар, туман. Я думаю, ход мыслей понятен. В целом небо — это огромнейшее пространство над тобой. Практически пустое, а значит и бесцветное. Но мир не такой скучный, как люди, и все не так однозначно. Небо, оно разноцветно, как и все в этом мире. Вы просто представьте, насколько небо огромное. Да как оно вообще может быть одного цвета при таком-то размере? Да даже взять вот этот маленький серый шарик. Если присмотреться, то можно обнаружить порядка 50 оттенков серого и услышать такие страстные стоны. Не вдаваясь в лишние подробности, то цвет чего угодно — это лишь отражение света. И, кстати, это можно очень легко проверить. Вот перед вами серый квадрат. Окрасим фон вокруг него в красный цвет, и квадрат приобрел зеленоватый оттенок. Проверяем пипеткой, но он все еще серый. Окрасим фон в желтый, и квадрат кажется нам фиолетоватым. Но он все еще просто серый квадрат. Я думаю, схема понятна. Вот у нас есть белый луч света, и если его преломить каплей воды или аквариумом, то можно увидеть радугу, 7 цветов. К ним мы еще вернемся. И если предмет не отражает свет, то это потому, что он черный. А если отражает почти полностью, то белый, как, например, снег. Все остальные цвета — это промежуточный результат. А небо, оно же прозрачное, и тут нечему отражать свет или поглощать. Но как бы не так. Есть газы, они свет только поглощают, но поскольку поглощать особо нечем, то синий цвет преобладает в небе, потому что его поглощают в последнюю очередь, потому как волны синего цвета короткие. И поэтому же и тени синеватые, и вообще синий цвет не просто так зовется холодным. Но вот синий, голубой,
А какая между ними разница? А сколько вообще цветов? Цветов бывает много разных, но человек видит от 3000 до 10 миллионов. И это не разные люди, это разные источники. Разброс аж в 99%, не слабо так. Давайте возьмем что-то поточнее. Монитор. Сегодня в магазине электротехники на большинстве мониторов красуется табличка 16 миллионов цветов. И я уверен, что скорее всего и монитор, через который вы смотрите это видео, тоже показывает аж 16 миллионов цветов. А есть еще профессиональные мониторы, они показывают более миллиарда цветов. И я так понимаю, что это не предел, можно еще больше, вот только зачем? Но минуточку, а откуда столько цветов? Красный, оранжевый, желтый, синий, зеленый, голубой, фиолетовый. Где еще 15 миллионов 999 тысяч 993 цвета? А они как суслик. Есть, но их не видно. Дело в том, что сколько цветов – это вопрос довольно философский. Поскольку цвет – это просто свет, то можно сказать, что цвет только один – белый, а все остальные оттенки белого. Или можно сказать, что цвета 3 – желтый, красный и синий, а все остальные оттенки. В общем, черт ногу сломит. Ведь радуга – это не 7 цветов. Радуга – это градиент, то есть переход от одного цвета к другому, потом к третьему и так далее. То есть радуга – это не 7 полосок разных цветов, это хреново туча полосок разных цветов. Остановимся на этом моменте поподробнее. Вот перед вами белый лист. Возьмем эталонный голубой цвет и зальем. И что-то это не очень-то и похоже на небо, знаете, не правда ли? А вот вам художник. В правом верхнем углу вы видите фото шедевра. Давайте проверим, какими цветами художник написал небо. Принято считать, что небо голубое, но, как вы видите, я пишу его желтым цветом, серым и фиолетовым. У линии горизонта вообще использую ультрамарин с красным цветом. При изображении туч и облаков смешиваю индиго и даже черные оттенки. Ниже в небесно-голубой добавляю грязно-зеленый. Казалось бы, странно, почему художники искажают цвет. На самом деле это зрители не видят этих оттенков, а художник пишет правдиво. Интересно. Есть такой миф, что художники видят больше цветов, чем обычный человек. И я, как художник, ответственно заявляю, что это миф. Просто у художника очень мощные мышцы. Не эти мышцы, мышцы глаз. Дело в том, что художник это не про то, чтобы рисовать. Художник это про то, чтобы смотреть внимательно на мир вокруг нас. И когда ты постоянно смотришь на мир вокруг, то твои мышцы глаз, они тренируются. И поэтому с годами мир художника становится более ярким. Это процесс очень постепенный и медленный. Мышцы глаз развиваются крайне неохотно, а деградируют очень быстро. Все же, у любого предмета есть основной доминирующий цвет. Можно справедливо заметить, что я, например, в голубой рубашке, или что у меня зеленые глаза. Ну, вроде бы, я точно, пожалуй, не помню. Но когда мы говорим о таком огромном объекте, как небо, то это замечание вообще несправедливо. С небом это так не работает. Дело в том, что, возвращаясь снова к 7 цветам радуги, что если я вам скажу, что небо бывает абсолютно каждого цвета радуги. Например, вот фиолетовое небо. Это моя фотография, и это не цветокор. Небо действительно было таким в то февральское утро. И это еще не самое фиолетовое небо, которое я видел. Вот вам и зеленое, и красное, оранжевое, желтое, и, конечно же, синее и голубое. Небо, зараза. Какое синее. Сейчас важный момент. Перед вами голубое небо. И почему же оно отличается от простого голубого фона? На что стоит обратить внимание, чтобы условно начать замечать, какое оно прекрасное? Небо это, в общем-то, такой же градиент, как радуга, но у неба есть такие условно 3 части, которые выделяют художники. Снизу это самая светлая часть, тут же всякие рассветы, закаты. Если брать просто ясный день, то эта часть, она прям практически белая, там едва-едва голубого есть, потому что, ну, во-первых, и Земля близко
от нее тоже свет отражается. И плюс это та часть, где вы видите максимально много неба, максимально много пространства над горизонтом. Выше идет уже такое самое обычное небо, что называется. Основной его цвет такой максимально голубой. И выше оно уже начинает темнеть, что называется, ближе к космосу. Если вы обратите свое внимание на вот этот момент, то вы начнете замечать, какое небо, блин, классное, серьезное. Я не знаю, как это работает. Казалось бы, такая мелочь, но вот так интересно наш мозг устроен, что вот стоит нам обратить внимание на какие-то детали, как мы начинаем замечать их просто повсюду. И мы начинаем как-то идеализировать то, что мы видим. Я не знаю, как это работает, но это просто удивительно. И обратив внимание на такие мелочи, вы не заметите, как совсем скоро вы начнете просто постоянно встречать рассветы и закаты. В сущности же, цвет неба не имеет решительно никакого значения, ведь мы видим мир не такой, как он есть на самом деле, а такой, каким мы его выбираем видеть нашими глазами. Очень часто можно услышать от фотографов, что вот их камера не смогла передать какое-то прекрасное место. Но ведь наши глаза — это такие же камеры, которые не всегда способны передать всю красоту нашего мира. Например, у мух гораздо выше частота обновления, поэтому их очень тяжело поймать.